Приветствую всех на своем канале. Сегодня будем учиться резать стекло. На своем примере я покажу, как я это делаю. Что нам для этого надо? Соответственно, надо нам само стекло. Стекло взял я БУ. Как вы видите, оно в краске. Уже стояло в оконной раме. Ровная рейка. В моем случае линейка. Фломастер для разметки, сам стеклорез и рулетка. Сейчас начнем с самого простого. Это будем отрезать большой кусок или большой лист стекла. Для этого что нам надо сделать? Первым делом сделать разметку. Да, не забываем еще про перчатки. Все-таки имеем дело со стеклом. Давайте, к примеру, я отмеряю 250 миллиметров или 25 сантиметров. Так как у меня рулетка в сантиметрах, я, конечно, предпочитал бы говорить в сантиметрах. А то надо миллиметры в сантиметры переводить, я так сказал, 25 сантиметров. Вот, сделали две рисочки фломастером. Берем ровную рейку, в моем случае линейку, я уже говорил. Теперь пару слов о стеклорезе. В продаже очень много разных стеклорезов. Я использую вот такой вот роликовый стеклорез. Здесь 3 ролика. Если, к примеру, один затупился, откручиваем, поворачиваем на 90 градусов, и у нас получается новый ролик. Я как-то вот привык к этому стеклорезу, вот им и пользуюсь. Теперь, чтобы нам отрезать ровно по вот этим меткам, надо так поставить стеклорез, чтобы режущая кромка находилась на метке. Что мы сейчас будем и делать. Поставили рейку, прицелились, чтобы ролик попадал на метку с одной стороны и с другой стороны. Еще раз контрольно. И сейчас будем приступать к резке. Как это делается? Вначале делаем небольшой надрез. Стеклорез ставим перпендикулярно стеклу. Сделали маленький надрез, вы слышите хруст. И пошли, строго прижимая стеклорез к рейке и немного прижимать к стеклу. И повели его. Вы сейчас слышали хруст стекла. Сам стеклорез, он должен стекло резать, но не царапать. Если он царапает стекло, значит стеклорез тупой. Еще хочу сказать, чтобы у вас был качественный рез и хорошо мы отрезали стекло, поверхность, на которой лежит стекло, должна быть ровной, без всяких ямочек и щербинок. Теперь переворачиваем стекло на край стола. Сейчас я камеру передвину, чтобы вам удобнее было видно. Отодвигаем стекло от края стола где-то на 5 миллиметров, чтобы рез наш выступал за край стола. Потом берем двумя руками одновременно за стекло и одновременно резко делаем движение вниз. Вот и все. Стекло у нас отрезано. Самый простой способ. Срез очень хороший, ровный, без всяких заусенцев и без всяких сколов. Приступаем к другому резу. Вот, к примеру, это я взял кусок стекла, который я только сейчас отрезал. Нам надо отрезать узкую полоску стекла. Как это сделать? К примеру, вот отмерили мы размер. Ну, давайте вот возьмем поуже. Где-то вот возьмем 22 сантиметра, я отмерю с одной стороны. И с другой стороны отмерю 22
сантиметра или 220 миллиметров. Нам вот это стекло надо, а полосочка нам она не нужна. Мы ее никуда не сможем использовать, поэтому если она лопнет, ничего страшного. Нам самое главное, чтобы срез основного стекла был ровный, хороший, без всяких щербинок. Делаем так же, как и в первом случае. Ставим стеклорез на метку с одной стороны, с другой стороны. Контрольно посмотрели. Сделали надрез, поставили стеклорез строго вертикально и с небольшим нажимом повели стеклорез вдоль рейки. Вот что получилось. Вот он наш рез. Теперь переворачиваемся на торец стола. Отломать само стекло вот таким образом, как мы первый раз сделали, у нас не получится. Поэтому стеклорезом будем сейчас снизу постукивать. Постукиваем вот этой вот частью, желательно уголком. И стараемся попасть на черту среза. Начинаем с краю и потихонечку пошли. Выпускаем сюда стекло, чтобы стеклорезом не биться об стол. И потихоньку пошли. Как вы видите, появилась трещина. Идем дальше, сопровождаем эту трещину дальше. Вот трещина идет. Я думаю, в камеру там хорошо видно. И наша задача эту трещину догнать до конца стекла. После того, как мы это все сделали, мы легким движением, опять же таки, советую брать двумя руками. И полоска стекла сама отошла от основного стекла. Вот, пожалуйста, у нас получилось отрезать ровную полосочку. Она, правда, нам не нужна, но факт тот, что мы отрезали ее ровно, без всяких усилий. И основное стекло у нас хорошо отрезано. И торец тоже очень хороший, без всяких сколов. Еще сейчас один момент резки стекла я вам продемонстрирую. Вот у нас стекло. Как вы видите, на стекле трещина. Сейчас она отсвечивает. Ну вот она, короче говоря, вот она идет. Вот оно стекло треснутое. И нам надо вот так вот отрезать, чтобы эта трещина дальше не пошла и не побила все стекло. Как мы это будем сейчас делать? Все начинается с разметки. Смотрим, где трещина заканчивается. И где-то еще добавляем сантиметра 2 с запасом. Опять скажу в сантиметрах. Отмеряю 13 сантиметров с одной стороны и 13 сантиметров с другой стороны. Трещина у нас заканчивается вот здесь вот. Это делается запас для того, чтобы, когда я буду резать стеклорезом, чтобы трещина дальше не пошла. Выставляем ровно реечку. Так вот прикинули. И опять же таки повторюсь. Сейчас вот так вот. Маленький надрез в начале. Перпендикулярно стеклорез. И с небольшим нажимом режем стекло.
Так, есть у нас рез. Опять же таки поворачиваемся на торец стекла. Переезжаем сюда. Здесь опять отступаем от края стола. Сломать стекло, вот так вот, как мы в первом случае делали, у нас не получится, потому что оно сразу сломается вот по вот этой трещине. Не видно, наверное. Ну-ка, сейчас посмотрю вот так вот. Не видно, все белое. Поэтому начинаем, как во втором случае, с постукивания стеклореза об стекло. Так, вот появилась трещина. Эта трещина прошла вот этот скол. И дальше мы, давайте тоже продолжим постукивание. До конца стекла. Ну и теперь, как мы уже знаем, выставили вот так вот стекло и оп, и все. Отрезали стекло. Вот наш скол остался. А там осталось у нас хорошее стекло, которое мы можем использовать по назначению. Что я в заключении хочу вам сказать. Если у вас есть желание научиться резать стекло, используйте данное видео. У вас может с первого раза не получиться, со второго, ну с третьего точно получится. Вот на этой хорошей ноте я хочу закончить свое видео. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Жду вас на своем канале. Все, всем пока.